Здравствуйте, друзья! Сегодня мы с вами поговорим о стойках. Что такое стойка? Стойка – это положение тела и конечностей человека в пространстве с учетом уровня расположения центра тяжести и распределения баланса веса между ногами. Стойка является очень важным тактическим элементом, от которого во многом зависит рисунок построения поединка. Каждая стойка имеет некие провокационные вещи для нападающего. То есть какие-то части тела открывает, какие-то закрывает, что во многом определяет его действия. И, соответственно, мы можем подготовиться к этому и использовать это в качестве своего преимущества. Следующее, о чем хотелось бы заметить, техника Сёрензе-Кэмпа во многом строится на правильности соблюдения углов. Углов в перемещениях, углов в атаке, в защите, в уклонах. Вспомогательным приспособлением для отработки правильности соблюдения всех этих углов является некая разметка на полу. В данном случае я использовал обыкновенный малярный скотч. Итак, приступим. Поскольку искусство Сёрензе-Кэмпа создано как искусство самозащиты, поэтому выход в любую стойку сопряжен с безусловной защитой себя в первую очередь. И поэтому первое, что делается при выходе в стойку, это производится уход с линии атаки. В данном случае я стою, линия атаки проходит точно посередине. Уход производится не по линии назад, что является потенциальным, у нападающего есть потенциальная возможность достать меня, будь у него более длинные конечности, оружие в руках и так далее. То есть я нахожусь в этом канале на линии атаки. Мне нужно уйти в сторону под углом, оставив линию атаки свободной. Вот это один из первых принципов выхода. Далее подробнее разберем выход в стойку Ичиджи Камая. Как я сказал выше, он сопряжен с уходом с линии атаки. Здесь есть важный нюанс. Поскольку мы совершаем уход от потенциально возможной атаки противника спереди, поэтому нам важно в первую очередь убрать центр тяжести, все тело и голову с линии атаки. Поэтому уход осуществляется именно таким бросанием центра тяжести в угол, уходя с линии атаки. Не выставлением ноги, оставаясь на месте при этом, а именно бросая центр тяжести таз в сторону, а нога впоследствии догоняет это движение. Первоначально центр тяжести, мы как бы заваливаемся туда. Заваливаемся, нога догоняет. Второй важный момент. Расположение веса в уклоне. Мы уходим, и практически весь вес остается на задней ножке. Уклон Рисуюке, чуть-чуть попозже я про него расскажу. Это аналог положения Фуримюке в Кайсоку Чуранкамае. Передняя ножка достаточно свободная. Она остается примерно на линии ноги. Таким образом, чтобы колено прикрывало пах от прямой атаки, ножка подобрана и заряжена, готова на потенциальную атаку. Ножка легкая. Сюда. Вторая рука сразу выходит в положение к низу живота и прикрывает низ. Вторая рука выходит напротив скулы кулаком. После этого, после совершения уклона, мы возвращаемся в исходную линию. И встаем так, чтобы центр тяжести был на точке исходного расположения. И последний выход в стойку. Еще раз. Следует отметить, что при непосредственном выходе в стойку впоследствии фиксация в уклоне в дальней точке, она кратковременная. Однако при отработке выхода в стойку и отработки самой стойки, на этом стоит заострить особое внимание, сделав там отдельную паузу. Помимо чисто технического аспекта данного движения при выходе в стойку, оно имеет под собой еще и философский смысл. Мы при выходе в стойку мы отступаем назад, символизируя тем самым, что мы готовы отступить, мы не с агрессивными плохими намерениями выступаем вперед. Мы не занимаем пространство, наступая на противника. Мы отступаем назад, готовы защититься, готовы защищать себя. Об этом тоже следует помнить. Следующая стойка, атакующая стойка, Чудан Камая. Она во многом похожа на предыдущее положение Ичиджи Камая, с той лишь разницей, что впереди стоящая рука согнута в кулаке. Расположение кулака таким образом и направление руки, что кулачок смотрит примерно в подбородок противнику. В остальном стойка идентична предыдущей.
Следующая стойка, которую мы рассмотрим, Хасса Камай. Выход в стойку также осуществляется путем ухода с линии атаки, однако он сопряжен со встречным контрударом двумя руками Мэуч. Сама стоечка. В отличие от предыдущих стоек, корпус здесь уже расположен более фронтально. Мы как бы открываем центральную линию и провоцируем атакующего на атаку нашей центральной линии, нашего среднего уровня. Ручки, как они вот висели, согнули их в локтях, пальчики собраны вместе. Тем самым мы закрываемся от атак сбоку, закрываем голову. Только не нужно превращать это там кисто, руки здесь. Плечи опущены свободно. Еще раз повторю, корпус расположен более фронтально. При выходе в стойку выполняется 2 мэуч. Еще одно положение, которое мы рассмотрим, стойка Тайки Камай. Выход в стойку также сопряжен с уходом с линии атаки, атакой мэуч. В конечном положении стойки вес смещен больше на заднюю ногу, положение ног на икваши дачи. Одна рука расположена, закрывает точку суигетсу чуть ниже солнечного сплетения. Вторая рука из согнутого положения сгибается и расположена ладонью примерно на уровне скулы. Корпус расположен более фронтально. Опять мы таким образом провоцируем на атаку вот в эту верхнюю область, на прямые и боковые атаки в голову. Поскольку сёринзи кэмп это в первую очередь искусство самозащиты, поэтому большинство стоек и техника сёринзи кэмпа работает от защиты. Большинство стоек защитные. И для получения максимального преимущества в защите используются различные расположения веса тела, баланса между ногами. Так, например, в стойке Хасса Камая, как правило, вес больше расположен сзади, что позволяет быстро перемещаться вперед и дает запас движения и амплитуды на переднюю ногу. Однако, возможен вариант, когда мы больше смещаем вес тела на переднюю ногу, тем самым освобождая запас движения на заднюю ножку. Без перемещения, только за счет переноса веса тела, так называемого уклона, который мы рассмотрим чуть позже. Аналогично в стойках Тайки Камай. Аналогично в стойке Чудан Камай. Можем сместиться чуть вперед, можем отойти чуть назад. Именно за счет изменения баланса веса тела между ногами. Это тоже следует учесть, это значительно расширяет арсенал стоек. Следующий уклон Кайшимюке. Напомню, из Кайсоку Чудан Камай мы выполняли следующим образом. Относительно центральной линии. Уходили с линии атаки. Из Чиджи Камай выполняется точно так же. Перенос веса тела на переднюю ногу с доворотом туловища. Задняя ножка уходит, подтягивается за бедром. Бедро уходит и подтягивает ножку. Нога встает носком на центральную линию. Таким образом мы встаем вдоль линии, лицом к ней. Очень важно подтянуть заднюю ногу, не оставляя ее там. Таким образом мы не только оставляем под ударом колено, что может вывести нас из строя сразу, и на этом прекратится весь поединок, но и дает нам возможность быстрее перейти к контратаке, поскольку нога уже будет заряжена для дальнейших действий. Будь то атака рукой, будь то атака ногой. Следующий уклон Соримюке. Уклон для защиты верхней части тела и головы. Покажу его сразу сбоку, чтобы было понятнее. Исходное положение Чиджи Камай от атаки в верхний уровень, в голову, осуществляется переносом веса тела на заднюю ногу, но без доворота корпуса, как в Рисуюке. Поскольку мы стопы расположены у нас не на одной линии, поэтому перенос веса тела у нас осуществляется чуть по диагонали. Поэтому вес у нас все равно уходит чуть с линии атаки. Мы как бы оттягиваем верхнюю часть тела, подтягивая обязательно ногу, прикрывая пах, заряжая ее для контратаки. Сюда. Такое короткое, достаточно пружинистое движение. При этом на возвратном движении уже вполне может пойти некая контратака. И следующий уклон, который парой ходит вместе с Соримюке, это Хикимюке. Защита середины тела, среднего уровня. Как правило, выполняется положение Хасса Камая, которое провоцирует на атаку в средний уровень. И осуществляется переносом веса тела на заднюю ногу. Но при этом уходит не только низ, середина, оставляя голову под атаку, а уходит вся линия сюда, вот сюда. Обязательно подтягиваясь, подтягивая ногу, готовя ее для контратаки. Естественно, отработка уклонов, как и большинство техники любого единоборства, необходимо выполнять в паре. Однако в условиях самостоятельных тренировок дома
в качестве ориентира и вспомогательного инструментария для отработки уклонов возможно использовать либо разметку на полу, либо опять некий вертикальный ориентир на стене. Ну, например, косяк двери. Отрабатываем рисуйки, ставим стоечку напротив него и отрабатываем уклон на заднюю ножку, рисую сро. Уклон на переднюю ногу, рисую май. Кайщинуки. При этом следим, чтобы в момент выполнения уклона мы не находились на линии напротив этого ориентира. И также все ножки, необходимые в данном уклоне, подтягивались в нужном направлении. Чуть сложнее с отработкой суримиуки и хикимиуки. Здесь, конечно, необходим партнер. Ну, можно его работать перед зеркалом, минуя все рекомендации, которые я сказал выше. Большая ремарка по поводу защитных действий в технике Сёрензе Кэмпа. Следует различать два основных способа защиты – уходы и уклоны. Уходы – это то, что осуществляется с перемещением тела в пространстве, с непосредственной перестановкой стоп, с перемещением. Уклоны – это то, что осуществляется в основном за счет переноса веса тела и распределения баланса веса между ногами без как такового перемещения стоп по полу. Это две принципиальные разницы, которые необходимо различать. Впоследствии эти вещи могут объединяться друг с другом, давая тем самым большую степень защиты или, соответственно, преимущество в атаке. Но фундаментально стоит их различать. Уходы и уклон. Мы рассмотрели уклоны, сейчас перейдем к уходам и перемещениям.